Ой, да перестань. Перестань, говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал. Премиальный мир с картой MasterCard не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Ты проиграла, если не знаешь слова, проиграла. Всем привет, это Орел и Решка Чудеса Света. И мы в Швейцарии, я не могу в это поверить, мы в городе Берн. И мы приехали сюда, чтобы увидеть одну из самых красивых, невероятных вершин, гору Матерхорн. Ой, Антон, все, давай уже кидай монетку, мне прям не терпится узнать, кто будет богатый, а кто нет. Орел. Решка! Давай. Подожди, уже сейчас все, пук, ой. Пин. Тихо! Подождите, вы сейчас, чтобы понимали, я первый раз в жизни в Швейцарии буду с безлимитной картой! Я тебя люблю! Не могу ответить тем же. Господи, у меня макияж аж потек. Мало кто знает, но есть в Европе вершина опаснее Монблана и сложнее Эвереста. Матерхорн – это гора, которую пытались покорить альпинисты, экстремалы и авантюристы со всего мира. Но удалось это лишь единицам. Пришло время Орлу и Решке взять эту легендарную вершину. За свои $100 в ближайшем обменнике я получил 90 франков. Теперь к делу, вернее, к чуду. Увидеть Матерхорн можно из города Цермат. До него от Берна больше 100 километров. Добираться нужно на поезде. Железнодорожные билеты в Швейцарии нереально дорогие. Если бы свой я покупал сегодня, то на это ушли бы все мои $100. Единственный способ для бюджетного туриста путешествовать – воспользоваться услугой раннего бронирования Saver Day Pass на сайте швейцарской железной дороги. Чем раньше резервируешь билет, тем большую скидку можно получить. К моему счастью, продюсеры заранее забронировали проездной из Берна до Цермата. Теперь осталось его оплатить и распечатать. Ну и кто тут купил билет до Цермата? Поэтому завтра я увижу чудо света. Вот так, сходу, я спустил практически весь свой бюджет. Посмотрим, что я могу себе позволить на сдачу в самой-то дорогой стране Европы. Думаете, я, как обычно, прыгну в крутую тачку с водилой? У меня же безлимитная карта. Нет, не в этот раз. Пока туристы с рюкзаками считают свои копейки, богачи не парятся и просто покупают себе Swiss Pass. Swiss Travel Pass – это такая карта, которая одновременно и проездной на разные виды транспорта, и входной билет во все топовые музеи страны. Карта первого класса действительно 3 дня и стоит $404. Цермат. Конечно, первый класс. Отлично. Швейцарская железная дорога считается одной из лучших в мире. И вот почему. 4, 3, 2, 1. Go! Обалдеть! Вот это точность! Вы это видели? Швейцарские поезда точны, как швейцарские часы. Все четко по расписанию, до секунды. Но пунктуальность – это еще не все. Здешние поезда – синоним надежности. Из-за коронавируса часть поездов временно приостановили.
Поэтому добираться до Цермата придется с пересадкой. Но кого это волнует, когда из окон открываются просто фантастические виды? Какая же красота! Она не может не восхищать, не завораживать. Это просто сказка. Речушка какая изумрудная! Мне тоже есть чем полюбоваться. Ведь Берну есть что показать. Это один из самых живописных городов Швейцарии. Река Арье элегантно огибает жилые кварталы, делая Берн похожим на полуостров. Но удивляет даже не это. Берн – неофициальная столица Швейцарии. Почему неофициальная? Здесь все немного запутано, но сейчас я попытаюсь вам все объяснить. Швейцария – страна маленькая, но это как объединить Житомирскую и Тернопольскую области. Но при этом тут есть 26 кантонов, областей по-нашему. И у каждой свои правила. И если сделать какой-то кантон главным, то остальные могут просто обидеться. Но разместить госучреждение где-то нужно. Берн более-менее в центре Швейцарии, большой, красивый. Почему бы и нет? На том и решили. Поставили здесь парламент. Национальный банк. Получилось красиво, но официальной столицы у Швейцарии как не было, так и нет. Безотцовщина. Но знают об этом далеко не все. Давайте проведем эксперимент, смогут ли туристы назвать столицу Швейцарии. Прошу прощения, извините, приятного аппетита. Знаете ли вы столицу Швейцарии? Стокгольм. Стокгольм. Хорошо. Какая столица Швейцарии? Не знаю. Понял, спасибо. Столицу Швейцарии знаете? Столицу? Берн. Спасибо. Столицу Швейцарии знаете? Вообще-то мы сейчас в ней находимся. Это Берн. Берн – столица Швейцарии? Да, Берн. Было несложно, вы выиграли. Спасибо. Бернцев же такая путаница устраивает. Ведь сами они свой город считают полноправной столицей страны. На съемках нет времени смотреть сериальчики, а про шопинг я вообще молчу. Но онлайн-шопинг никто не отменял. Заходим на e-каталог в раздел «Ноутбуки». Если глаза разбегаются, можно отсортировать по параметрам. Так, мне нужен стильный ноут, который было бы удобно возить с собой. Во! То, что мне нужно, красивый и для работы самый топ. Все, сохраняю его в личном кабинете, а в номере вечером оплачу. Удобно? Все подробности по ссылке в описании. Ну все, пошопился. Идем снимать дальше. Два часа, и я на месте. Ну что, привет, Цермат! Я иду к тебе. Цермат – один из лучших горнолыжных курортов мира. Это 65 горных железных дорог, 360 километров трасс и самая высокая в Европе зона летнего катания. Но гвоздь программы всего этого снежного великолепия, конечно же, гора Маттерхорн, а отправляюсь я к ней на личном вертолете. Здравствуйте, вы готовы? Да, я готов. Нервничаете? Немного волнуюсь. Каких-то 15 минут в небе, и вот он.
гордый, неприступный, величественный Маттерхорн. Один из итальянских альпинистов, который когда-то покорил Маттерхорн, говорил, что в мире нет гор с такими же идеальными, гармоничными пропорциями. Маттерхорн не входит в топ самых высоких гор нашей планеты. При этом вершина умудрилась обрести мировую известность и прославить поселок Цермат. Все дело в том, что восхождение на Маттерхорн – настоящий вызов даже для гуру альпинизма. Господи! Я просто не представляю, как на нее можно собраться. Она настолько крутая! Это реально, она просто, как, знаете, такая ровная пирамида с острыми краями. Обалдеть! Говорят, Маттерхорн забрал жизни не менее 500 человек, которые пытались его покорить. Thank you. Я со своей премиальной картой в Швейцарии, как в Альпах Маттерхорн, вписываюсь идеально. Но посудите сами, вокруг роскошь и богатство. А с MasterCard я могу чувствовать себя роскошно. Круто ведь? Хотя нет, даже не так. По-богатому роскошно. Берн переводится как медведь. И он тут настоящий символ города и просто повсюду. А? Пожалуйста. По древней легенде городу долго не могли придумать название. Так что местный герцог Бертольд поклялся окрестить город именем первого животного, которого он убьет на охоте. Тогда косолапому не повезло. Но сегодня мишек в Берне почитают как королей. Привет, медведь! Слушайте, ну не обманули, настоящие медведи прямо в центре города. Вон еще одно за деревом, вон еще один. Но живут они не в обычном зверинце, а в отдельной современной зоне, созданной специально для них. В благоустройство парка вложились не только власти, но и обычные неравнодушные горожане. Их имена есть на брусчатке. Озвучи, пожалуй, всех. Столер Барбара, Стоц Дебора, Штрауфер, Томас. Брусчатая тропинка с именами тянется на десятки метров. Настолько сильна любовь местных к своему символу. Слушайте, все как в сказке «Три медведя», только на швейцарский лад. Вот, пожалуйста, Михаил Людвигович, Настасья Гансовна и Гельмут-младший. Слушайте, это точно не те замученные медведи в зоопарке, у которых в глазах читается «Отпустите нас, пожалуйста, мы заплатим». Нет, тут прям такие добротные, упитанные, настоящие символы города. Интересно, а если посмотреть на них вниз с набережной, может, там лучший вид? Ну вот, отсюда третьего прям обалденно видно. Ну правда же ощущение, что это ожившая, мягкая, плюшевая игрушка, да? Так и хочется его потискать, потрогать. Жаль, что у меня всего две руки, а значит, всего две попытки. Но он уматовый. Медведи посреди города далеко не все, чем может удивить Берн. Вашему вниманию подборка особо странных местных достопримечательностей. Достопримечательность первая – фонтан «Пожиратель детей». Детишки, подвигайтесь поближе, вам будет интересно. Не, ну я его понимаю. С такими ценами на еду в Швейцарии. Если верить легенде, это греческий бог Кронос, который символически пожирает своих детей, чтобы те не отобрали у него власть. Правда или нет, неизвестно. Но выглядит фонтан действительно очень эффектно. Достопримечательность вторая – башня с часами.
А вообще, в прошлом эта башня была знаменита не своими часами, а довольно мрачной историей. Тут раньше располагалась тюрьма, где сидели не только обычные преступники, но и женщины, которые совратили священников. Святые негодники. Достопримечательность третья – фонтан художницы Мерет Оппенхайм. Бетонная колонна называется «Спираль». В зависимости от времени года она меняет свой внешний вид. Это действительно удивительная конструкция, такой живой организм. Летом обрастает мхом, а зимой тут сосульки. Ну и есть у него один большой практический плюс. Можно попить воды и не тратиться. Нормальная вода. Наверное. Хочется рассмотреть Маттерхорн вблизи, но так, чтобы не умереть на его склоне. Ежегодно вокруг Маттерхорна собирается около 2 миллионов человек. Лыжники, сноубордисты и туристы, как я, которым бы просто на местные красоты поглазеть. Для этих целей здесь отгрохали мощнейшую инфраструктуру. Канатные дороги, фуникулеры, подъемники на Маттерхорне – это целая запутанная сеть с пересадками. Прямо как в нью-йоркском метро. Чтобы гости горы не запутались, для них разработали отдельное приложение с картами, метеоданными и координатами лучших смотровых площадок. Ух ты! Вау! Вау! Слушайте, какой быстрый фуникулер! Нифига себе! Это фуникулер будущего. Это самая высокогорная канатная дорога в Европе, которая сейчас меня отвезет на самую высокую смотровую площадку, которая называется Matterhorn Glacier Paradise. Как вы помните, почти все мои деньги были успешно потрачены на билет до Цермата. Так что проблема, где переночевать, стоит передо мной особенно остро. Тем более, что койка в самом дешевом хостеле здесь от 50 баксов минимум. Так что... Старый добрый каучсерфинг. Каучсерфинг – это такой сервис, где добрые люди предлагают нищим бэкпекерам, типа меня, бесплатный ночлег. Кину клич, вдруг кто-то отзовется. Смотровая площадка, на которую я хочу попасть, находится на высоте почти 4000 метров. Поэтому, чтобы до нее добраться, мне придется пересесть еще на один подъемник. И на этой части маршрута имеются VIP-кабинки для особо богатых туристов, Которые украшены кристаллами одного очень известного бренда. Ух! Оказывается, над созданием VIP-кабинок потрудились именитые модные дома и производители элитных автомобилей. Стоит такой люкс-трансфер 90 баксов. Боже мой, чувствую себя реально VIP-персоной. Везде вот эти бриллианты. Ой, потрясающе. Но оставим кристаллы в покое. Тем более, что я уже добралась до смотровой площадки. Такой он красавчик. Я нахожусь на высоте 3883 метра. Здесь все туристы ходят без масок, потому что, это издевательство. Здесь, во-первых, очень тяжело дышать, и начинает кружиться голова. И мне кажется, она кружится не от высоты, а от красоты. Когда смотришь на Маттерхорн вот так вот вблизи, он завораживает. Неудивительно, почему столько людей стремились и до сих пор стремятся его покорить. И как же хорошо, что состоятельные туристы, типа меня, могут полюбоваться всей этой красотой без единого риска.
Это путешествие стоит своих денег. Вот смотришь на гору снизу – красиво. Летаешь на вертолете – еще красивее. Смотришь со смотровой – просто отвал головы. По жилью пока ответов нет, да и в животе уже начал гулять ветер. В связи с коронавирусом все рестораны, конечно, закрыты. Но даже если бы были открыты, меня все равно не спасло. Зная, сколько у меня денег, позволить себе не смогу. Поэтому я поступлю необычно, экстраординарно и даже шокирующе. Пойду в супермаркет. Самый бюджетный способ подкрепиться в Швейцарии – это супермаркет. Но дешевые продукты еще надо поискать. Дорого, дорого, дорого. О, очень дорого. Так, отдел бывших коров и свиней. Может быть, тут хоть что-то по акции. Так, 4,70, 5,65, 4,35, 5,85, 3,65, 4,70. Опа! За 2,30. За 2 франка нашел, а? 71 грамм. Гуляй не хочу. Акции. Наверное, для меня и для швейцарцев слово «акция» имеет разный оттенок. 2,60. Продано. Череп акций. Итого минимальный набор продуктов обошелся мне почти в 11 баксов, что по швейцарским меркам очень даже бюджетно. Надеюсь, на 2 дня хватит. 71 грамм бекона, как не хватит. Подъем на самую высокую смотровую площадку обычному туристу будет стоить приблизительно 100 евро. И чтобы никто не возмущался, почему так дорого, здесь придумали свои развлечения. Со смотровой площадки Glacier Paradise на специальном лифте можно буквально спуститься в недра ледника. Слушайте, я реально нахожусь в леднике, понимаете? Это все лед. И тут так холодно, прям как в холодильнике. Ну ладно, зато лучше сохранюсь. Посмотрите, вот вам доказательство, что мы находимся в настоящем леднике, расщелина, а там вот эти кристаллики из снега. Боже мой, это очень красиво. Прямо в леднике предприимчивые швейцарцы выдолбили целую систему ледяных пещер с огромными ледяными скульптурами. Ух ты, а это уже прям посерьезней статуя. Такие гигантские волчары. Смотрите, один из них воет на луну. У-у-у. Боже мой, вот вы представляете, сколько часов люди долбили вот эту всю красоту, а? Тут ужасно холодно, вот я полчаса тут попрыгала, все, у меня уже, я пальцев не чувствую. А они здесь лепили это часами. О, прикольно, сувенир, купюра с изображением Маттерхорна. Я, конечно же, ее куплю. Подарю Антошке, потроллю его. Свершилось! На мой клич в сервисе каучсерфинга отозвался некий Андреас. Живет он в пригороде Берна. Пишет, что у него есть свободная комната. Так. Вроде тут. Без 2 минут. Может, звонить? Или подождать еще? Ну, швейцарцы любят точность, у него наверняка есть часы. А, суету навести охота. Здравствуйте. Это Антон. Здравствуйте. Я сейчас спущусь. Хорошо, жду. Здравствуйте, Антон. Привет, я Андреас. Приятно познакомиться. Знакомьтесь, Андреас принимает в гости туристов-каучсерферов. Добро пожаловать. Проходи за мной, я покажу тебе дом. Спасибо, идемте. О, высокая температура гостеприимства. Это мое жилье.
А мне надо сменить обувь. Да, если хочешь. Где-то здесь были тапки. Давай тебе помогу. Спасибо. Классно. Как тут светло. Оу, yeah. Спасибо. Так, надеюсь, из медведя. Спать можно здесь или в другой комнате. А можете, пожалуйста, показать мне комнату? Воу, Класс! боже мой. Все наши тут. Буду спать с тюленем и с черепаха-драконом. Обалдеть. Здорово, у вас как дома. Слушайте, ну я и мечтать не мог, что бесплатно буду жить в комнате, которая круче, чем любой номер в отеле. Обалдеть. А? Еще и с симпатичными девчонками. Класс. Когда ты богатый человек в Швейцарии, ты покупаешь не просто ночевку в отеле, ты покупаешь премиальный швейцарский сервис. Вот как это работает. До отеля тебя доставят не на какой-то там маршрутке, а домчат сначала на современном вертолете, а затем довезут на роскошной машине. Конечно, вот это обслуживание, это просто высший класс, люкс. И поселят в укромном, но роскошном отеле 7132. Боже, какое роскошество. Жить я буду в сьюте японского дизайнера Кенго Кума. О, я не поняла, как это возможно. Блин, ребята, ну это фантастика. Слушайте, этот номер поражает своей шикарной простотой. Ну, по крайней мере, они сами так о себе заявляют. Ну, создатели. И кто я такая, чтобы с ними спорить? Ну, как тут, конечно, будет роскошно, правда? Ну и, конечно, самое главное – это то, что у меня панорамные окна. Ну, правда, сказка. Просто сказка. Не успеваешь опомниться от умопомрачительного вида, как тебя снова садят в вертолет. И доставляют на настоящий ледник. Просто, чтобы поужинать. Ребята! Это просто фантастика! Как же круто быть богатой девчонкой в Швейцарии! Вы только представьте, я на вертолете приземлилась на вершину горы. Боже мой, тут такая тишина. Никого нет, только я и снежная долина. Это вот просто amazing. За меня и за безлимитную карту. И за премиальный швейцарский сервис. May I also ask for your credit card for the payment, please? Okay, of course. Так, thank you. Have a great stay.
Ну что, билет до Цермата у меня на руках, едой затарился, ночлег нашел. Теперь можно и расслабиться. Мой каучсерфер Андреас посоветовал мне лучшее место, откуда можно наблюдать за закатом. Место с романтичным названием Розенгартен. Действительно красиво. Розенгартен в переводе «сад роз» – одно из любимых мест горожан для отдыха. Интересно, что раньше на месте парка было кладбище. Картина «Здравствуй, закат» или «Третья волна коронавируса». Тут столько людей, мне кажется, столько во всей Швейцарии нет. Но я их понимаю. Закаты в Швейцарии пока бесплатные, это дело времени, поэтому надо успевать наслаждаться. Удивительно, как по-разному красив Берн при солнечном свете и после заката. Но меня ждет чудо света, так что спать, спать, спать. Какой же был чудесный день, а? Все, я так устала. Желаю вам спокойной ночи. Хочу побыстрее уснуть, чтобы завтра пораньше проснуться. Все, ставлю будильник на ранехонько и помчу к чуду света. Все, я тюленить. Спокойной ночи. С самого утреца я рванул на ЖД вокзал, чтобы успеть на поезд, который домчит меня к чуду. Здорово, что мой билет необычный и будет действовать до следующего утра. То есть я могу выйти из поезда в любой момент, полюбоваться красивыми видами и сесть на следующий поезд. Тем более по пути в Цермат куча живописных городков и деревушек. Смотри, какая красота. Так давай тут выйдем. Утро богача в премиальном швейцарском отеле начинается с эксклюзивного завтрака в номер. Ух ты, недурно, недурно. Прекрасно. Ароматная выпечка только что из печи. Свежевыжатый апельсиновый фреш, нежнейшие йогурты из молока альпийских коровок, мюсли и бокальчик игристого. Кстати, хочу обратить ваше внимание, у меня классический швейцарский завтрак. И знали ли вы такой фактик, что мюсли придумали швейцарцы? Создатель мюсли, швейцарский врач, рекомендовал их как полезную добавку к пище. Сначала ими посыпали выпечку, салаты, йогурты и прочие блюда. Полноценным самостоятельным завтраком мюсли стали позже, когда попали в другие страны Европы, где их стали употреблять как обычную кашу. Боже, как вкусно, господи. Да что ж они туда кладут-то, в эти мюсли? Казалось бы, да, йогурт плюс фрукты. Но это фантастика, безумно вкусно. Ой, друзья, завтрак замечательный. Вид потрясающий. Но у меня сегодня столько еще дел, поэтому я побежала. По пути к чуду мне повстречался живописный городок Шпиц. Поэтому я решил сделать здесь остановку.
Шпиц хоть и город, но очень крохотный. Вообще, он очень похож на идеальную альпийскую деревню с открытки. Маленькие домики, мощеные улочки и живописные горы вокруг. Главная гордость города – огромное, красивенное озеро. Слушайте, это какая-то застывшая идиллия. Заснеженные вершины отражаются в голубой глади озера. Это просто идеальное место для завтрака. У меня, конечно, завтрак поскромнее, чем у Васи. Зато какой вид! В Швейцарии есть свой уникальный вид овец. Я хочу узнать про них все. И, конечно же, побыстрее с ними встретиться. Эта ферма одна из немногих, где разводят уникальных черноносых барашков. Я Пол. Очень приятно. Здравствуйте, меня зовут Василиса. Вы владелец фермы? Да, это бизнес моей семьи. А в чем особенность этой породы? Посмотрите на окрас. Выглядит так, что каждой овечке кто-то испачкал чернилами мордочку, ушки, колени и копытца. Цена за одного такого породистого барашка достигает $2000. Это капец, ребята, цены просто бешеные. А еще черноносые овечки очень дружелюбные. Хотите в этом убедиться? Иди сюда, мой маленький козленький. Боже мой. Ой, да, как приятно. Боже мой, как я скучаю, знаете, вот такому простому теплу. Хоть и не человеческому. Хотя бы у меня есть овечье тепло. Боже мой, какая ты хорошая. Ой, пахнет альпийскими лугами, свежестью гор. Боже мой, как это прелестно. Ой, как приятно. Все, не хочу отсюда уходить, я хочу здесь остаться. Конечно, овец на ферме разводят не ради обнимашек. Основной доход приносит их шерсть и мясо. Последнему и посвящено главное местное развлечение – дегустация. А вот деликатес, который вам не подадут больше нигде в мире. Пол решил угостить меня чем-то вроде овечьего хамона. Вы только представьте, бедро 7-летней овцы несколько месяцев тщательно вялится по древнему горному рецепту. Вау! Я никогда не пробовала такого мяса, которое бы раскрывалось как вино, у которого есть даже свое послевкусие. Фантастик. Большое спасибо, Василиса. Рады вашему визиту. Могу я попросить вас оплатить счет? К обеду я наконец-то добрался в Цермат. Ну, здравствуй, самый дорогой курорт в самой дорогой стране. Прощай оставшиеся денежка. Вот я и в Цермате. Такой очень уютный, компактный, атмосферный городок. Ощущение, что горы как бы спрятали его от всего остального бедного мира. А я пробрался. Ввиду ограниченного бюджета подойти к Матерхорну так близко, как Вася, у меня не получится. Все, что остается, полюбоваться вершиной на самой дешевой смотровой площадке. Вот эта бездушная машина продаст мне билет на чудо света. На последние оставшиеся деньги. Так, лишь бы тут всего хватило.
15 франков. Даю последнее. Мне пора. Денег у меня есть ровно на подъемник в одну сторону. Спускаться вниз придется пешком. Но об этом подумаю позже. Самое лучшее место успел занять. Матерхорн. Слушайте, вот это стоило 2 дней нищей жизни. Просто взгляните. Такое ощущение, во-первых, что это декорации, это нарисовали, а во-вторых, ну это же прям царь, снежный король. Обалдеть. Я не знаю, какие там горы на заставках ваших ноутбуков, но я думаю, что стоит срочно переудалять все и поставить вот это. Матерхорн называют одной из самых фотографируемых вершин мира. И теперь мне понятно, почему. Даже отсюда вид на гору завораживает и обезоруживает. Чувствуешь себя маленькой пылинкой у подножья величественного чуда света. Насмотрелся, вдохновился. А теперь еще и нахожусь, потому что билет у меня только наверх, а дальше пешком. Еще на пару франков насмотрюсь. Все. В Швейцарии либо дорого, либо очень дорого. Но я знаю, как обуздать цены. Когда речь заходит о шопинге, сразу захожу на e-каталог. Например, хочу самый крутой телевизор с аэропультом, чтобы можно было управлять телевизором голосом, движениями или быстро набирать текст. Цены разные, причем на одну и ту же модель. Конечно же, я выбираю самый выгодный вариант. Сохраняю вариант в личном кабинете и потом посмотрю динамику цен. Ну, вдруг подешевеет. Такой выгодный шопинг мне по душе. Уверен, что и вам, так что ищите подробности по ссылке в описании. Мне кажется, это самое фантастическое место за всю историю нашей программы, где мы будем прятать наш кладик. Ловите координаты нашего альпийского сокровища. Швейцария, город Цермат, 83 шага на северо-запад от железнодорожной станции Ротенбоден. Удачи! Матерхорн – вершина, бросающая вызов любому туристу. Дорого, дорого. О, очень дорого. Рассмотреть ее со $100 – та еще задачка. Детишки, подвигайтесь поближе. Но кажется, что сложность и есть тот магнит, который манит сюда путешественников со всего мира. Да это же прям царь. А награда в конце пути однозначно стоит всех потраченных усилий. Привет, медведь! Удивительно.
Я здесь. Guten Abend, буржуазия. Здорово. Слушай, настоящее чудо, что я дошел, добрался, спустился. И я тут рядом. Тяжело было, да? Ну так. Я хочу тебе сказать, чтобы ты передал начальству. Пусть они забирают этот рюкзак бедности. Ага. Пусть они забирают безлимитную карту. Я остаюсь здесь. Договорились? Пока, давай. Да нет. Ну слушай, я тебя понимаю, потому что это действительно очень круто. Да. И ты знаешь, стоило мне вот носить эти $100, переживать, нищенствовать, чтобы увидеть малышка на миллион. Ой, это я? Спасибо. Ой, это гора Маттерхорн. Но ничего. А и ты не погоди куда-то уходить, потому что у нас с тобой общий путь. Да, путь святого Иакова. Наше следующее чудо света в Испании. А? Увидимся. Как подвел, как вывел.